Всем привет! В этом ролике поделюсь своими схемами к многослойной стрижке боб. Друзья, заранее подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых видео. В центре вертикальным пробором выделяю прядь и оттягиваю ее перпендикулярно голове и срезаю волосы на желаемом уровне. Весь этот блок простригается в радиальных проборах и оттяжкой к предыдущей пряди. Далее начинаю работать со средней затылочной секцией. В центре затылка вертикальным пробором выделяется контрольная прядь и простригается с учетом длины волос верхнего затылочного блока. Весь затылок простригается вертикальными проборами и оттяжкой к предыдущей пряди. Затем формирую линию окантовки нижнего затылочного блока. Прочесываю все волосы вниз, фиксирую их расческой, срезаю на желаемом уровне. Следующий этап – это оформление височных зон. Они выполняются в диагональных проборах. Над ухом диагональной линии выделяется контрольная прядь. Оттяжка волос 0 градусов, срез параллелен пробору. Далее к ней подтягиваются все остальные волосы и простригаются на уровне контрольной. Затем я формирую слои во фронтально-теменной зоне. В зоне макушки у меня уже есть контрольная прядь, от нее буду отталкиваться. От наивысшей точки головы вдоль пробора выделяю прядь и простригаю ее с учетом длины волос на макушке. Далее поочередно буду простригать волосы горизонтальными проборами. Далее я приступаю к формированию зоны челки. В центре лба выделила тонкую прядь и пометила желаемую длину. Затем диагональным пробором выделила еще одну прядь волос, оттянула параллельно пробору и срезала аналогично. Шаг за шагом я всю зону челки простригла диагональными линиями. Далее я приступила к формированию слоев в зоне челки. Вертикальным пробором в центре выделила прядь волос, оттянула ее параллельно полу и состригла под углом 90 градусов по отношению к пряди. Слева и справа вертикальными проборами я все волосы подтягивала контрольной пряди и срезала на ее уровне. Здесь вставила небольшой кусочек самого процесса стрижки, вот так это все смотрится. Напомню, что я стрижку начала именно с формирования слоев. И самую первую контрольную прядь я выделяла в центре макушки. Определяла ее длину с учетом последующих укладок. То есть я мысленно представила, насколько подпрыгнет прядь и где она будет заканчиваться при создании прикорневого объема. Друзья, спасибо, что были со мной. Надеюсь, мой ролик был вам полезен. Обязательно напишите в комментариях, понравилась ли вам стрижка. Если возникли вопросы, тоже пишите. А также дайте знать, какие стрижки вы бы еще хотели увидеть в моих видео. А еще заранее подписывайтесь на канал, и тогда вы не пропустите выход новых видео. Всем спасибо и удачи!